Всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный друидам и магии. Меня зовут Денис, и сегодняшнее видео мы посвятим разбору того, что такое друидический ритуал, и даже попробуем провести один. Пока я иду к месту, где планирую провести ритуал, хочу дать самую общую информацию о том, что такое ритуал в друидизме и почему, и зачем он нам нужен. И также сказать, что съемка сегодняшнего видео будет непростым занятием, потому что, приехав в замечательный сосновый лес, в котором я хочу провести ритуал, я обнаружил, что здесь очень много людей. Поэтому найти место, где меня не потревожит, будет очень непростой задачей. С другой стороны, это то, как это обычно происходит в реальной жизни. Не у многих из нас есть 10 гектаров частной земли с лесом, где мы можем предаваться медитациям и друидизму, и никто нас не потревожит. Посмотрим, как у меня получится. Слово «ритуал» вызывает у разных людей разные эмоции. У кого-то это ассоциируется с черной магией, жертвоприношениями и кровью. Кто-то рисует у себя в голове картину роскошного храма или древней рощи, где специально обученные жрецы проводят свои священные церемонии. В любой хорошей книге, посвященной друидизму, вы найдете объяснение того, что такое друидический ритуал и как его проводить. Конечно, с примерами. Я попытался собрать наиболее ценные книги и другие источники по теме в единый список и поделился им в описании к этому видео. Пожалуйста, изучите его, потому что описание к этому видео не менее ценное, чем само это видео. Особое внимание обратите на раздел «Practicum», где вы найдете аудио и видео записи ритуалов, проведенных другими друидами. Это бесценный и уникальный материал. Об этом вы не прочитаете ни в одной книге или статье. Это видео не стоит рассматривать как учебник, хотя я знаю, что многие из вас именно так и сделают. Имейте в виду, я не имею никакого права учить вас тому, чему еще сам учусь. Являясь членом Ордена Бардов, Аватов и Друидов, я учусь тому, как проводить ритуалы в соответствии с тем, как это принято в Ордене. Из моего заявления следует как минимум два вывода. Во-первых, я не смогу рассказать и показать вам все, что знаю и умею. В друидизме нет тайн, но есть таинство. Не обо всем и всегда нужно рассказывать. Я думаю, вы меня понимаете. А второй вывод – это то, что это видео покажет вам лишь пример, один из возможных примеров проведения ритуала. Он не правильный и не неправильный. Он всего лишь покажет вам основы, которые вы можете впоследствии дополнять, улучшать и приспосабливать под себя. Росс Николс, основатель Obote, определил ритуал как a poetry in a world of acts, или поэзию в мире действий. Мне очень нравится сравнение ритуала и поэзии. А как человек, который увлекается языками, мне интересно, что поэзия дает нам пример непереводимости текстов. Иными словами, поэму, в отличие от прозы, нельзя перевести на другой язык без потери смысла, частичного, а иногда и полного. Почему? Потому что форма поэмы является частью ее содержания. И также в ритуале. Форма ритуала является частью его содержания. Но в определении Николса есть еще один важный момент. Мир действий. Ежедневно мы совершаем много действий, много рутинных действий, которым не придаем особого значения. Сидим в телефоне, чистим зубы, завтракаем, едем в транспорте. Наш день состоит из череды действий. Этим ритуал и отличается от этой череды действий. Ритуал – это не проза дня, это его поэзия. Ритуалы можно проводить каждый день, но надолго вас не хватит. В мире не случайно есть контраст между светом и тьмой, между сакральным и профанным и так далее. Это позволяет нам увидеть картину целиком. Проводите ритуалы каждый день, и вы превратите их в рутину. Лично я провожу ритуалы на празднике Колеса года. Это получается 8 раз в году или примерно раз в 2 месяца. Но это мой путь. Вы же можете связать свои ритуалы, например, с фазами Луны. Ритуалы могут быть одиночные и групповые, которые в свою очередь могут быть публичными.
У меня нет опыта организации проведения групповых ритуалов, поэтому я буду рассказывать только о том, что знаю и умею сам, то есть об одиночных ритуалах. Ритуалы можно проводить дома и на природе. Я провожу их и там, но больше люблю проводить ритуалы на природе. Хотя это и не всегда возможно, как вы уже сами успели в этом убедиться за 3 месяца карантина. Выделите себе комнату или обустройте некий магический уголок, в котором вы смогли бы заниматься духовной практикой. Но не забывайте про природу. Ритуал, проведенный на природе, на открытом воздухе, совершенно другой. Вы никогда не сможете сделать так же дома. Пробуйте. Основное требование к месту проведения ритуала – приватность. Вас не должен никто потревожить. Сегодняшнее видео показывает, что это не так просто. На самом деле вы не видите, сколько вокруг меня людей. Я думаю, что на заднем плане, возможно, вы слышите музыку, потому что люди, которые приезжают на природу, считают, что их музыку должны слушать все окружающие. Слышны крики детей, здесь стоят палатки и так далее. Пожалуйста, так не делайте. Постарайтесь найти место, где вас никто не потревожит. И пару слов о безопасности. Бывает ситуация, когда вам нужно будет быстро, экстренно прервать ритуал. Ничего страшного в этом нет. Это жизнь, и ваша жизнь, ваше здоровье и безопасность прежде всего. Не переживайте, просто поблагодарите духов и богов, как именно я скажу чуть позже. Объявите ритуал закрытым и удалитесь. У ритуала обязательно должна быть четко поставленная цель. Этим он отличается от медитации, у которой какой-то конкретной цели может и не быть. Ритуал – это магический акт. То есть мы имеем дело с волей, которая направлена на конкретную цель. Вообще, умение ставить цели и находить в себе силы идти к ним – это и есть магия. И этому нужно учиться. Это отдельная большая тема, которую я не хотел бы сейчас затрагивать. Для начала попробуйте просто ответить себе на вопрос, зачем вы хотите провести ритуал. Ну что ж, давайте теперь попробуем сами провести ритуал. Близится Alban Heaven, время высокого солнца, разгар лета, время солнечной энергии, мощной, креативной, способной своротить горы. Нуивре и Ауэн пересекаются внутри нашего бытия. В качестве цели для своего ритуала я определил следующее. Отпраздновать Alban Heaven, засвидетельствовать важность этого дня, отметить это. И попросить богов благословения и поддержки в моем стремлении стать художником. В самом общем виде друидический ритуал можно разложить на 6 последовательных шагов, которые идут друг за другом. Первое – подготовка. Второе – разрешение. Третье – открытие. Четвертое – основная часть. Пятое – благодарность. Шестое – закрытие. Давайте теперь посмотрим на каждый из этих шагов более подробно. На шаге подготовки вы выбираете и определяетесь с местом и временем, когда и где вы хотите проводить ритуал. Я свое место уже выбрал, это прекрасный сосновый лес. Хотя здесь есть свои трудности сегодня, как вы знаете, тут полно народа. Вы также собираете вещи, которые вам нужны для проведения ритуала. Ваша мантия, посох, свечи, благовония, подношения богам и духам и так далее. В моем случае мне понадобится вот такая стеклянная сфера со свечкой. Стеклянная сфера нужна для защиты пламени от ветра, как вы понимаете. Это очень удобно. Поначалу я пользовался просто свечками. Любой сильный порыв ветра задувает свечи, что не очень удобно. Сфера оберегает ваше пламя от ветра. В центре круга можно развести костер, но по многим причинам и очень часто это довольно непрактично, или, может быть, даже опасно, или вообще запрещено, как, собственно, и быть сегодня в лесу. Я надеюсь, вы меня не сдадите. Далее мне потребуется кисточка для моего ритуала. И благовоние, которое я сам сделал, это высушенная полынь, с помощью которой я очищу пространство. Прежде чем проводить ритуал, хорошей идеей будет помедитировать или даже погадать, используя различные карты оракулы, таро
или Агам. Но предмет того, хорошая ли это вообще идея проводить ритуал в выбранный вами день и время. Если вы проводите ритуал на природе, то не забывайте про шаг разрешения. Прежде чем начать ритуал, по прибытии на место вы должны спросить у духов разрешения. Это очень важно. Многие этим пренебрегают. Я тоже периодически этим пренебрегаю, но это на самом деле очень важно. Совсем недавно, в очередной раз нарушив это правило, не то чтобы даже специально нарушив, дело в том, что когда ты проводишь что-то очень часто, или у тебя есть какой-то опыт, ты привыкаешь к этому и наивно полагаешь, что разрешение тебе автоматически дается, потому что ты друид. Нет, ребята, это не так. Я сделал эту ошибку, за что и был проучен. Ритуал пришлось прервать на середине, даже в самом начале, если честно. Возвращаться домой, ничего не получилось. Настроение было испорчено, было тяжелое ощущение на душе. Я заболел, и ритуал вообще пришлось отложить на несколько недель. Поэтому это все очень серьезно. Спросите разрешения. Это же касается и любителей обниматься с деревьями. Ребята, прежде чем обнять дерево и высосать из него энергию, спросите у него разрешения. Попросить духов место можно следующими словами или своими собственными. «О духе этого места, я пришел с миром, чтобы провести ритуал Alban Heaven. Я прошу вашего разрешения, благословения и защиты на время его проведения. О духе этого места, я пришел с миром, чтобы провести ритуал Alban Heaven. Я прошу вашего разрешения, благословения и защиты на время его проведения. Теперь мы просто ждем, слушаем и наблюдаем. И теперь, когда я почувствовал, что получил благословение духов, я приступаю к открытию ритуала. Смысл этого шага в инициации или создании священного места и призыв потусторонних сил, в том числе духов места, к которым мы только что обратились, помочь нам в работе. Во многих традициях, включая христианство, алтарь располагается на востоке, и вход в священное место осуществляется, соответственно, с запада. Алтарь не всегда нужен или возможен на открытом воздухе, и не всегда он должен располагаться именно на востоке. Но я предпочитаю входить в свое священное место именно с запада. Обращаясь лицом на восток, я делаю 3 глубоких вдоха, стараясь оставить все свои мирские проблемы и волнения за пределами священного круга, который я собираюсь создать и в котором я буду работать. Далее я иду на север, поднимаю руку в приветственном жесте и объявляю: «Да будет мир на севере». Важно открыть в себе поток чистой светлой энергии, света, который вы транслируете в северном направлении. Но для этого мир должен быть в вашей душе. Это упражнение чем-то напоминает заклинание Патронуса из Гарри Поттера. Прежде чем начать излучать свет, вы должны вспомнить или представить в своем воображении сцену, которая вызывает у вас чувство глубокого успокоения и мира. Затем вам нужно направить эту энергию из себя в северном направлении. Вы можете представить, как от вас исходит луч света, а можете это почувствовать или даже услышать. Далее я иду на восток и объявляю: «Да будет мир на востоке». Я представляю, как транслирую мир на восток. Далее я иду на юг и объявляю: «Да будет мир на юге». Наконец я иду на запад и говорю: «Да будет мир на западе». Далее я поворачиваюсь так, чтобы смотреть лицом на восток и в центр круга, и объявляю: «Да будет мир во всем мире, ибо без мира невозможна никакая работа».
Я представляю, как от созданного мною круга, который я очертил своим движением по часовой стрелке, а именно повторяя движение Солнца, во все направления исходит яркий белый свет, целительный для всего, чего он касается. И после этого мы обычно просим богов, бога или богини, благословения своими словами или следующими. «Даруйте, о боги, вашу защиту, и в защите силу, и в силе понимание, и в понимании знание, и в знании знание справедливости, и в знании справедливости любовь к ней, и в любви к ней любовь ко всему сущему, и в любви ко всему сущему любовь к богам и всему благому». Этот текст известен в нескольких вариантах под названием The Druid's Prayer, молитва друида, или Gorsted Prayer, молитва собрания бардов, и был написан Йоло Марганугом. Я хочу передать привет и выразить большую благодарность за подготовку русского перевода этого текста Айрон Лориенской и Медрауду Койдьогу. Ребята, привет вам и спасибо большое за помощь. Далее следует основная часть ритуала, то, ради чего я собрался его проводить. Я всегда начинаю с медитации. Если я дома, то это будет медитация «Священная роща». Если на природе, то можно начать с переключения своего внимания на собственное дыхание. Я постепенно отпускаю посторонние мысли, которые лезут мне в голову. Пытаюсь почувствовать единство с природой. Есть только я и мой круг света. Моя священная роща здесь и сейчас. Я вне границ времени и пространства. Я хочу насладиться этим поистине волшебным чувством сопричастности к сакральному. Здесь все по-другому. Постепенно, выходя из медитации, открыв глаза, можно спокойно переходить к основной части ритуала. Сегодня Alban Heaven, священное время, когда связь Земли и Солнца наиболее сильна. Я приветствую приход высокого лета, время роста, силы и любви. Я взываю к великому огню. Я взываю к огням Солнца. Пусть мой круг будет очищен его светом. Я взываю к огню внутреннего Солнца. Пусть я буду исцелен, благословлен и вдохновлен его светом. Пусть он озаряет мой путь. Я смотрю на небо и вижу, как свет солнца освещает, исцеляет и дарует жизнь нашему миру. Я смотрю внутрь себя и чувствую, как огонь моей души получает свет солнца, исцеляясь и вдохновляясь. Это дает мне силы жить, любить и творить. Я благодарю богов за те возможности, которые мне были даны для развития навыков рисования, за встречи с интересными творческими людьми, сильными личностями. Я прошу богов благословить меня и поддержать меня в поиске баланса между различными интересами и занятиями моей жизни, чтобы я мог развиваться и становиться прежде всего как художник. В этом радостном чувстве, от осознания своей причастности к этому великому дню, я продолжаю пребывать некоторое время. После того, как я насладился моментом
пребывания в этом свете высокого солнца и магической атмосфере ритуала. Самое время его заканчивать, и начинаем мы с благодарности. Помните, в начале ритуала мы просили духов разрешить нам провести ритуал сегодня в этом месте, в этот час. Помните, мы просили богов благословить нас. Суть шага благодарности состоит в том, чтобы помнить хорошее и быть благодарным за это. Поблагодарить духов и богов можно следующими словами или своими собственными. «О духи и боги, я благодарю вас за ваше присутствие, благословение, руководство и защиту. Пришел час возвращаться, ритуал пора заканчивать. Когда огонь погаснет, пусть он загорится вновь в моем сердце». Далее происходит закрытие ритуала. Смысл его заключается в следующем. В ходе ритуала мы создали место силы, концентрат магической энергии, который мы использовали с определенной целью. Мы также призвали на помощь силы, которые, если они пришли, нам необходимо отпустить, грубо говоря, по своим делам. Мы должны поставить точку в ритуале, навести порядок на месте его проведения, оставить все так, как было до нас. Если же вы проводите ритуал дома, то правильно закончить ритуал особенно важно, поскольку вам потом вряд ли понравится разбираться с последствиями. Закрытие ритуала происходит следующим образом. Я иду обратно на север и произношу следующие слова. «Силы севера, я благодарю вас за ваше присутствие на моем ритуале. От нашего круга все еще исходит свет. Это все еще священное место, но постепенно мы начинаем видеть, как свет, луч света, который идет от нашего круга на север, начинает постепенно ослабевать. Далее двигаемся против часовой стрелки. Таким образом мы будем закрывать круг. Силы Запада, я благодарю вас за ваше присутствие на моем ритуале. Силы Юга, я благодарю вас за ваше присутствие на моем ритуале. Силы Востока, я благодарю вас за ваше присутствие на моем ритуале. Далее я поворачиваюсь к центру круга и говорю: «Да будет благословенна эта земля, да исполнится она гармонии». В этот момент наш круг, лишенный опорных лучей и четвертей, сжимается до одной точки в центре, а затем быстро делает бух, разлетаясь остатками целительного света по округе. Ритуал окончен. Я покидаю место, уходя на запад. Ну что ж, теперь, когда ритуал закончен, можно отправиться и съесть что-нибудь вкусное, и выпить тоже. Словом, как-то отметить этот день и его важность. Но помните, магическая работа только начинается с просьбы. Вы же ведь не думаете, что боги возьмут кисточку и начнут рисовать за меня? Когда я приеду домой, я положу ее на свой алтарь, как символический предмет, который будет напоминать мне о моей просьбе и цели. Но пролежит он там недолго, потому что совсем скоро я планирую взять ее на пленэр. Так что я бегу рисовать, а вам я желаю здоровья, хорошего творческого лета и мира в душе. Пока!